За свое долгое время пребывания в Роблоксе я все больше понимал, как с каждым годом все более обширным становился его комьюнити. Сопоставив старый Роблокс с новым, мы можем заметить еще больше интриг и интересных историй. Время идет и приходят новые личности, а старые уходят. Кто-то уходит в забвение, а кого-то ждут вершины. В такой обширной платформе всегда появятся различные интриги и шутки истории, начиная с человеческой жадности, эгоизма и судебными исками, заканчивая человеческой жестокостью, педофилией и уходом из жизни отдельных личностей. Большинство людей из нашего комьюнити недостаточно знают об инцидентах или фактах, и поэтому для них я сделал вторую часть Айсберга. Я не буду изменять своим традициям, и во второй части Айсберга мы рассмотрим только реальные инциденты и интересные факты о Роблоксе. Ну а если вы знаете многие инциденты из этого списка, то вы обязательно откроете для себя что-то новое, и вы сможете освежить свою память. Поверхность. Видео Старпрограмм. Это программа Роблокса, в которой состоят только ютуберы, признанные Роблоксом. Вы получите много приятных различных плюшек в виде вечного последнего Roblox премиума, цилиндра создателей видео, специального значка, который будет вас выделять среди других игроков, и прочие приятные бонусы, которые предложит партнерка Роблокса. Стоит учитывать, что в такую партнерку могут попасть только носители этих языков, и никакой ютубер постсоветского пространства туда не попадет. Попадет только в том случае, если он будет вести YouTube канал на одном из этих языков. Brickhill. Это почти что полная копия Роблокса, только со своими особенностями. Первая особенность заключается в схожести с алтовым Роблоксом, еще в конце нулевых. Те же скины, тот же чат и те же старинные модельки. Вторая, в чате вообще отсутствует цензура. Вы можете написать хоть слишком много матерных слов, но максимум вы можете получить лишь предупреждение. А третья, у них есть свой собственный экхант, который нет в Роблоксе уже 3 года. Супер Колин. Один из сильнейших игроков Роблокса, который создал Плейс 1000 способов приготовления пирога, но название он подобрал обманчивое, чтобы обойти ограничения. Смысла у этого Плейса попросту нет. Вы можете опробовать различные способы умереть, начиная акулы и гильотины, заканчивая виселицей. Этот Плейс нельзя посетить, так как на тот момент со стороны модерации идут различные проверки. Клуб строителей. Липоши Builder Club. Предшественник Roblox премиума. Builder Club поменяли на Roblox премиум из-за того, что он был слишком сложным в понимании. Само название вводило игроков в заблуждение. Что строить? Что за рабочие каски? Что за плейсы, в которые могут заходить игроки с Builder Club? Такие вопросы возникали примерно у игроков, которые впервые видели Builder Club. Но это лишь обычная подписка, которая также выдавала возможность игрокам покупать вещи только для обладателей Builder Club. 23 сентября 2019 году закрыли Builder Club и ввели Roblox Premium, который отличается как минимум тем, что Roblox стали выдаваться не частями в течение месяца, а моментально и сразу. Все фичи, которые были включены в Builder Club, были уже убраны с Roblox. Тикеты. Убранная валюта, которая имела очень малую ценность, но в этом и заключается основной подвох. Надеюсь, вам объяснять принцип получения тикетов не нужно. Подвох тикетов заключается в том, что тикеты были простыми в получении, и некоторые игроки использовали ботов для заработка тикетов, которые конвертировались уже в основную валюту. Сам разработчик Роблокса Дэвид Пазуки подтвердил эту причину, по которой тикеты окончательно убрали с Роблокса. Бесплатные робаксы. В Роблоксе существовал один щедрый плейс, который выдавал бесплатные робаксы. Достаточно было пройти обе, прокрутить фортуну, попытаться удачу и получить свое вознаграждение. Людям действительно выдавали робаксы. Кому-то выдавали их даже в виде 500 штук, но Роблоксу такие подобные плейсы не нравятся, и позже этот плейс закрыли. Первый ивент. С 17 по 20 января 2007 года Шетлецкий организовал первое мероприятие в Роблоксе, которое является и первым ивентом, и первым конкурсом за всю его историю. Для участия в мероприятии игроки должны были создать свою модель Roblox студии и описать свою работу, а затем уже представить их Шетлецкому, чтобы тот мог рассмотреть заявки на участие в конкурсе.
Работу игроков оценивали по 3 простым критериям. Чем креативнее является задумка, чем больше внимания к деталям и чем качественнее была проделана работа, тем больше шансов было выиграть этот ивент. По итогам конкурса Шитецкий объявил победителей. В качестве награды им была предоставлена возможность нарядить свои аватары в футболки на свой вкус, так как их персонажи были слишком однообразными. Это было необычным и уникальным для того времени. Gucci Garden. Ивент, который был спонсирован брендом одежды Gucci. Ивент проходил в течение 2 недель. И ладно награда, которая оставляет желать лучшего. Но сами посмотрите на слишком странную и непонятную человекоподобную модельку, которая совсем не подходит тематике Roblox. Непристойные ники. В марте 2022 года в Roblox фильтр для ввода никнеймов по каким-то причинам перестал работать. И абсолютно любой человек, даже вы могли создать аккаунт и в никнейме ввести любое нецензурное слово. Таким образом и появлялись подобные аккаунты. Такие аккаунты либо удалялись, либо таким аккаунтом и вовсе переименовывали ник. Мелководье. Dinoblocks. Первая версия Roblox, которая разрабатывалась с 2003 по 2004 год. Roblox на тот момент еще тогда не было. Dinoblocks отличается от Roblox тем, что вместо плейсов были различные мини-игры, в которых вы могли бы сыграть только от третьего лица. Копирование плейсов. Джаред Вальтес 4, один из самых древнейших игроков Roblox. Естественно, он наклон к копированию других плейсов и созданием рекламных объявлений, выдавая эти украденные плейсы как со свои. На экране вы видите лишь часть плейсов, которые украл сам Джаред. Краденные плейсы довольно-таки выделялись на фоне оригиналов, и из-за Джареда пошла популяризация плагиатов. Вся эта ситуация не осталась в стране, и в 2012 году Джареда забанили, а его плейсы закрыли. История на этом не закончилась, и он предпринимал не одни попытки вернуться в Roblox. Так, в 2020 году Джаред в одном из интервью рассказал, что он сожалеет о краше и плагиате плейсов. You know, I did take the games and improve them vastly than what they were. But there is that aspect of like taking something and not giving credit for the original thing, which I honestly do regret not doing because I wouldn't want something I created to be stolen and then rebranded, you know. В итоге Джареду распанили один из его профилей, и сам статус его профиля говорит о том, что хотел искупить свою вину за свое темное прошлое. Покемон Brick Bronze. Этот плейс был выпущен 21 октября 2015 года, и он собрал в себе игровые механики, которые были в оригинальных играх про покемонов. В этом плейсе было все слизано, начиная ловли покемонов и заканчивая прохождением сюжета. Pokemon Company суды — это единое целое, и очевидно, что они бы воспользовались законодательством о защите авторских прав против разработчика Ланта и его команды. Плейс был закрыт, а команда разработчиков больше не получала с него какой-либо доход. Позже появилась замена покемоном Lumen Legacy, которая имела те же механики, что и у Pokemon Brick Bronze. Лайкпотинг. В августе 2014 года неизвестный пользователь Roblox использовал ботов для накрутки лайков. Под горячую руку попали покатые разработчики плейсов, даже всеми известный Линкмон, один из самых покатых игроков Roblox, имел все риски потерять свой дорогостоящий аккаунт. Эти плейсы с накрученными лайками и стали причиной для разбирательств. Вместо того, чтобы провести полноценное расследование и выявить настоящего злоумышленника, Roblox решил действовать куда радикальнее. Зачем морочить себе голову, если можно взять и запанить невиновных игроков? Как итог, из-за случая с лайкпотингом попали под горячую руку невиновные пользователи, которых Roblox так и не распанил. Отмена мероприятий. У Roblox есть различные мероприятия, которые пришлись многим игрокам Roblox, но такие культовые ивенты, как Egg Hunt, Blox Awards и прочие ивенты из этого списка остались закрыты от слова совсем. Причины сокрытия таких культовых мероприятий неясны и по сей день. Троллинг Тайлера Уана. Кто-то из вас точно видел этого парня. Даже он мне кажется чем-то родным. И если кто-то не знает, Тайлер Уан — это один из самых популярных стримеров в Америке, который стримил Лигу Легенд. И вот, как-то раз, в один день, он решил постримить Roblox, как ничего не бывало. Но на сервак сошел один высококультурный человек. Он просто взял, врубил свои читы и буквально его изнасиловал во время его стрима. This man is legit taking complete control of my sexuality. Completely fucking me. You kind of like it. I don't fuck with no dick.
Отключение Роблокса. 28 октября 2021 года отключение Роблокса стало самым продолжительным за всю его историю. Начались серьезные скачки на серверах, а аватары и вовсе перестали прогружаться. Сервера стали вообще свисать, и в Роблоксе не было уже ни одного игрока в сети. Точная причина сбоев неизвестна. Впервые с 2019 года Roblox решил перевести сайт на техобслуживание, чтобы устранить эти проблемы. Roblox в итоге починили, но это не могло не сказаться на его разработчиков, которые понесли большой ущерб в виде денег. Roblox на НТВ. Вы все верно поняли. Roblox также засветился на одном из телесюжетов НТВ. НТВ освещал проблему разврата и отерства в самой платформе. О каких развратных плейсах идет речь? Непонятно. Но можно предположить, что речь идет о контент-плейсах. Roblox — это площадка, на которой можно самостоятельно создавать игры и играть в них со своими друзьями. Особенно она популярна в США у детей от 9 до 12 лет. При этом в последнее время там часто стали появляться аватары в БДСМ-нарядах, голые, танцующие стриптиз и занимающиеся сексом. Иск Divo. Divo – американская рок-группа, которая существует еще с очень давних времен. У них есть фирменная шляпа, которую они надевали для своих клипов и концертов. Эта шляпа и стала причиной, по которой Roblox снял этот предмет с продажи. Предмет так и назывался Divo, в честь американской рок-группы, но позже эту шляпу сняли с продажи, а ее название переименовали. Глубины. Ксоник. Зарубежный мексиканский ютубер, у которого был канал с 3 миллионами подписчиков. Славился он плагиатом различных видео, превью, заработком денег с копирования плейса и кликбейтными видосами с бесплатным получением робаксов. Знакомо, не правда ли? Самое абсурдное, что он выкладывал на свой первый канал видосы, в которых он использовал эксплойты для сексуальных домогательств к игрокам и при этом состоял в ютуберской программе Roblox. Позже Ксоника исключили из ютуберской программы Roblox и забанили его 2 профиля. Эдор. 13-летняя тиктокерша по Роблоксу, которая выкладывала обычные танцевальные видосы. В мае 2020 года она по своей же глупости со своей подругой сделала расистские высказывания в адрес латиноамериканцев и других этнических групп. Так и пошла одна из самых скандальных драм 2020 года. После этого пошла бурная реакция по всему Роблоксу. Многие пользователи Роблокса пытались найти ее адрес проживания, но слили адрес одной девочки, которая ни в чем не была причастна. По слухам, это якобы привело к ее мучительной смерти. Девочку якобы разрезали на куски и бросили в канаву из-за российских высказываний. Девочка опровергла все притовые слухи, которые очерняли ее имя, и принесла извинения за свое поведение. Через месяц ее аккаунт забанили по неизвестным причинам. Вероятно, она получила бан из-за своих российских высказываний. Ранкер 51. Плейс Рупенсима созданный в честь мемного рейда военной базы Зоны 51. Игровая студия Рупенсима получила сообщение от админов Роблокса, в котором говорится, что Ранкер 51 был закрыт из-за жестокого контента и слишком большого количества крови. Просто вслушайтесь. Забанили за жестокий контент, но если сравнить его плейс с еще более популярными из этого списка, то смотря на эту ситуацию уже с другой стороны, можно понять, что модерация Роблокса имеет большие проблемы с некомпетентностью и плевательскому отношению к своей работе. Русская рулетка. В Роблоксе существовал один из самых реалистичных и жестоких плейсов в Роблоксе. Этот плейс быстро набрал популярность в ТикТоке из-за того, что он был слишком кровавым и детализированным даже по меркам Роблокса. Такого плейса не существует. Его снесли модераторы Роблокса. Преследование ютуберов. Bloxy Fant является создателем ботов, который взломал множество аккаунтов, чтобы следить за некоторыми ютуберами. У него был свой собственный бот в своем Discord сервере, который отслеживал местонахождение ютуберов и выдавал ему ссылки на сервера, в которых они находились. По этой ссылке он мог послать какого-нибудь бота, который бы написал такое сообщение. Ваше поведение в течение короткого времени отслеживается в рамках программы мониторинга. Если вы хотите отказаться от участия, то, пожалуйста, свяжитесь с Джераром Б по электронной почте. Оказалось, что Bloxy Fant — это разработчик Роблокса по имени Хонта, что подтверждается одной фоткой с его фишкой для посещения мероприятия разработчиков Роблокса. Боты были активны в ноябре 2019 года и больше не появлялись, так как Roblox решил проблему с ними и забанил Bloxy Fant, но при этом ничего не сделал с его основным аккаунтом. Julius Calls V2.
Печально известный разработчик, который буквально стырил плейс с Core Roblox у One Developer 2. Шулер сделал очень забавное описание под своим плейсом, чтобы выдать свою игру как с оригинала, и это ему обернулось боком. Шулер's Calls был жирным троллем. Он желал игрокам Roblox заболеть раком, высмеивал Эрика Кассела, делая из него чуть ли не алкаша, показывал Эрику факи и украшал расправы сотрудникам Roblox. Как итог, даже после всех этих высмеиваний и жирных рофлов, Шулерсу не сапанили его нынешний аккаунт. Но за его плагиат и жирный троллинг он поплатился также одним из своих аккаунтов, который имел Томинуса Мессора. Запрещенное аудио. В июне 2018 года в Roblox существовало аудио с названием «Жаркие ночи». Это аудио было случайно выложено американской компанией, и само название этой песни уже заставляет нас напрашиваться на мысли, что в этом аудио уж точно есть что-то непристойное. Pardon my French. Эрик Францман в 2005 году создал свой блог, в котором он обсуждает какие-либо темы. Сам Эрик своими глазами взглянул на Roblox, и 2 августа 2009 года он написал пост, в котором он раскритиковал платформу. Начиная неподходящей для детей рекламы, телевизионных компаний и вирусами, так как в первые дни существования Roblox любой антивирус помечал Roblox как вирус, хотя это не так, заканчивая тем, что в Roblox первое время появлялось много плейсов, связанных с терроризмом. В то время такие плейсы действительно существовали, и они продвигались не только с помощью рекламы. Администратор Clockwork также на своем канале выкладывал видос с террористическим плейсом. Року. С 12 марта по 11 апреля 2018 года был проведен один из самых скандальных ивентов за всю историю Roblox. Главным призом ивента был Томинус Винари, вокруг которого и случился масштабный скандал. В конце ивента проводилась викторина с вопросами по истории Roblox, и во время проведения ивента произошел сбой, из-за которого все верные ответы в викторине стали считаться неправильными. Даже те игроки, которые прошли эту викторину, буквально застревали на своих местах и не могли дальше пройти ивент. Ревеншилд, создатель Тано Оби, исправил ошибку с викторины. Однако перед исправлением ошибки он не закрыл сервера и не уведомил игроков, из-за чего никто не узнал, что ошибка уже была исправлена. Таким образом, вопрос заключался лишь в том, кому повезет первым совершить викторину, не зная об исправлении ошибки. И этим игроком стал Року, который прошел этот ивент. Он был полон решимости и пытался пройти ивент, пока не стал первым и единственным владельцем Томинуса. После Року начали жестко хейтить. Его каждый день обвиняли в шульничестве и желали ему смерти. Все зашло настолько далеко, что сотрудникам Roblox пришлось вмешаться, и они удаляли потопные аккаунты. Понять таких людей можно, ведь из-за ошибки все сильные игроки были обмануты и ограблены. А ивент, финал которого должен был завершиться мастерством, закончился удачей. Но Року не виноват в том, что организаторы так халтурно относились к своему ивенту. Coral Horrell. Известный ютубер-миллионник, который являлся одним из основателей дружеской компании «Приятели», которая состояла из 4 старых друзей. Он создавал развлекательный контент для детей, начиная с Майнкрафта, заканчивая Роблоксом. Однако, один инцидент изменил все. Coral в своем твиттере возмущался тем, что YouTube монетизировал видосы с детьми и их продвигал, из-за чего в комментах появлялось много педофилов, которые выискивали в таких видосах эротические, по их мнению, моменты. Он назвал несогласных необразованными, за что и получил критику от своей фанатки. Coral еще написал 2 твита, которые полностью разрушили его ютубовскую карьеру, сказав, что он должна покинуть фатом приятелей, и назвал кринжем ее школьную майку, которую она сделала, чтобы поддержать своих любимых ютуберов. Его друзья исключили его из группы, и фанаты Корла набросились на девушку и чуть не довели ее до самоубийства. Его проблемы с психикой еще сильнее обострились, и спустя несколько месяцев он вернулся с фотографиями дроповика, вызывая опасения у комьюнити из-за психического здоровья из-за того, что он знал адрес каждого участника группы. Все обошлось, так как он пытался лишь привлечь свое внимание, и в сети он больше не появлялся. Его профиль в Роблоксе был забанен, и только месяц назад его канал благополучно заблокировали. Темные воды. Фейв. Ютубер и по совместительству ветеран Роблокса. Фейв вел активную деятельность с 2010 по 2021 год. Сначала он выкладывал короткие скетчи по Роблоксу, а позже он стал снимать разговорные видосы. Он мог бы и также снимать разговорные видосы, если бы кто-то не слил 96-страничный документ, который содержал обвинения со скриншотами, доказывающие, что Фейв является педофилом. Самое мерзкое, что он сохранял фотки всех несовершеннолетних девушек в своей специальной папке и шантажировал одну жертву ее же обнаженными фотографиями, которые он отправит ее же друзьям, если она раскроет правду про Фейва. После всех этих грязных подробностей Roblox не закрыл аккаунт Фейва, а сам Фейв полностью пропал, и о нем нет никакой информации. Сигницал. Сигницал или Шилео Лин. Ютубер по Роблоксу. Известен он тем, что он снимал видосы по Робицу. Это что-то подобие Оссу и пил рекорды.
Его психика уже начала меняться в худшую сторону, когда он собирался сменить контент, и он получал гневные комментарии от своих же подписчиков. Помимо этого, в школе он столкнулся с травлей, и его лучшая подруга Лили в возрасте 15 лет скончалась от фиброза легких. Во время одного из своих стримов Лео все чаще стал рассуждать о своей депрессии и о своих проблемах. Люди думали, что он чрезмерно драматизирует, и что он симулирует депрессию для привлечения внимания зрителей. В один момент Леон не выдержал всего, что морально давило, и он пытался покончить с собой во время стрима, подняв свой стол со всей аппаратурой и поставив ножку стола на свою шею. Это был самый шуткий и тоже растирающий момент. Многие зрители были очень напуганы и пытались его остановить. К нему вовремя подоспела его мама и остановила своего сына. После того самого случая он начал посещать психотерапевта, и в своем видео он поблагодарил зрителей за такую поддержку. Вечеринки в Меп-Сити. В феврале 2022 года был временно закрыт один из самых популярных плейсов в Меп-Сити. Причиной закрытия являются вечеринки, в которых было море разврата. Сам Ньютрон тогда вдохновлялся диснеевским Toontown Online, когда создал Меп-Сити. И вполне иронично, что детский плейс превратился в развратный притон, в котором игроки могли создавать вечеринки и заниматься виртуальной порнухой. PPC также выпускал статью о развратных сторон Роблокса, и это знатно подняло шумиху, из-за чего Меп-Сити временно закрыли на неделю, а вечеринки были окончательно убраны. Это было довольно серьезное событие, которое изменило Roblox навсегда. Рипс. Это аниматор Roblox с более чем полумиллионами подписчиков. Она известна своими простенькими анимациями на более жизненные темы. Токсичные игроки, нупы в Roblox, Funky Friday и так далее. С мая 2022 года Рипс не укладывала видосы, и спустя почти год, в апреле, она вернулась, но от нее не ждали такого драматического возвращения. В своем сообществе она писала посты, в которых она выражала ненависть ко всем людям, призывала их убить себя, хотя большинство ее аудитории состоит из детей, и желала всем ютуберам гнить в аду. Вся проблема заключается в ее психологическом здоровье. У нее настолько сильно запущена депрессия, что она не принимает поддержку даже от своих фанатов. Она живет чуть ли не заперти и не выходит из дома. Она не общается даже с своими родителями, не может ни на кого положиться. В самые трудные моменты Рипс не получала должной поддержки. И тут слухи, что она сейчас приходит в себя, но это лишь слухи. На момент записи этой озвучки о ней сейчас ничего не известно. Твит запекшейся крови. Pixelated Kenty известна тем, что она является разработчиком популярного плейса Fashion Famous, в котором игроки должны подобрать наряд и выйти на сцену для того, чтобы игроки их могли оценить от 1 до 5 звезд. 2 июля 2020 года она ретвитнула научно-медицинское видео, в котором сухожилие запястья руки была разорвана настолько, что были видны торчащие кости, жир и поврежденные ткани. При этом Кенти выложила пост у себя в профиле с подписью, что у нее есть развлекательный контент на обед. Позже ее начали критиковать за этот твит, и она выложила ответный пост, в котором она выставляла людей чуть ли не ранимыми существами и просила держать ее подальше от культа отмены. Проблема заключается не в том, что люди могут все близко воспринимать к сердцу, а в том, что она ретвитнула видео, которое может быть опасно для детей, и не все люди нормально воспринимают вид крови. Проблемный пользователь. 18 октября 2006 года разработчик плейса «Бои на мечах на высотах» Джон Шетлецкий оставил сообщение на одном форуме разработчиков, в котором он написал: «Привет! Наша казуальная онлайн-игра достигла сегодня важного момента. Нам нужно забанить нашего первого проблемного пользователя. В идеале я хотел бы запретить ему играть в игру, а игра-то спускается в загруженном эксофайле, и писать сообщения на наших форумах». До сих пор неизвестно, кем был этот проблемный пользователь, и что он такого сделал, чтобы Шетлецкий решил посоветоваться с другими разработчиками. Но... Педофил-разработчик. Эндрю Файлс, или же Махпакет, был 23-летним разработчиком Роблокса. Он имел значительное влияние в западном комьюнити Роблокса. Создатель плейса Grapes Child и карты Ледник для Арсенала. Его уважали и им восхищались, но сам Эндрю не лыком шит и имел свои темные стороны. Само содержание трейлера для его плейса имеет очень странное содержание. Сам припев в трейлере и меня заставлял задуматься о его странных увлечениях к детям. Grab the child, many child to collect. Grab the child, many child to collect. It's an awesome game by yours truly. I don't get unreal child cruelty. И оказывается, Эндрю реально был педофилом. Эндрю эксплуатировал 14-летнюю девочку, совращал ее и кидал ей свои обнаженные фотографии. Эндрю подталкивал ее к совершению сексуального насилия над своим 10-летним младшим братом. И сам Эндрю несколько раз насиловал свою сестру.
На Эндрю подавали заявление в полицию, но о нем сейчас вообще ничего не известно. Неопознанный труп. Nikos Next Spots. Это плейс, в котором вам нужно убегать от жутких и мемных картинок. Что-то подобное есть и в Garry's Mod. 2 августа добавили фотопортрет с не очень приятными чертами лица, которые вызывают как минимум дискомфорт. И игроки даже не успели особо нормально попекать с потом. И как вдруг, спустя несколько часов, Next Spot уже был удален разработчиками этого плейса. Эта картинка была удалена с этого плейса из-за ее истории происхождения. Этот фотопортрет принадлежит убитой студентке Дженни Гамес из штата Орегон, из маленького городка Коттедж Гроув. Со своим будущим киллером она познакомилась в 2012 году в одном веб-сайте, посвященном фетишу рабства. Это был 50-летний бывший сотрудник ЦРУ Стивен Зелич. Их отношения настолько укрепились, что она поехала к нему в штат Висконсин, и, встретившись уже там, они поехали в мотель, где он ее и задушил. Стивен расчленил ее тело, положил в чемодан, и этот же чемодан выбросил на одной из обочин. После обнаружения останков Дженни, полицейские сделали с ней фотопортрет. У Дженни странные черты лица из-за того, что ее останки были на тяжелой стадии разложения. Вся ее семья и ее подруга узнали в ней пропавшую Дженни Гамес, и позже все подтвердилось. После обнаружения останков Зелича сдержали, и он признал себя виновным за убийство Дженни. Ему дали срок в 70 лет. Что фактически является пожизненным заключением. Nerf Modder. Nerf Modder или же Джексон Фаулер являлся разработчиком плейсов и одним из реальных ветеранов Роблокса. Известен он тем, что он являлся лидером крупнейшей русскоязычной военной группы по Роблоксу и создавал штаб для своих соратников. Его любовь к военной тематике передавалась и на его канал, в котором он выкладывал шуточные мини-фильмы. О нем говорили как о мудром человеке, который видел только светлые стороны в людях. У Nerf Modder была депрессия, которая передавалась по наследству. Свою депрессию он интерпретировал в одном из своих плейсов. Видно, что он смотрел на мир совсем мрачными тонами и не видел ничего светлого в своем будущем. За 2 месяца до своей смерти Джек обратился к психотерапевту и начался курс лечения. 3 июля он отправился на прогулку в лес и позже не вернулся. Его мать нашла своего сына повешенным на одном дереве. Его семья и друзья посвятили ему мемориал на месте его смерти. После смерти сына, его мать посвятила свою жизнь помощи людям в борьбе с депрессией. А Nerf Modder стал донором, и его тело было кремировано. Человек думает не о том, как лишить себя жизни, а о том, как сбежать от всех своих проблем. Человек своей смертью пытается достичь покоя и заглушить свою боль, но он эту боль не убирает, а наоборот, он эту боль передает близким ему людям. Эта боль настолько укореняется в сознании человека, что он сам в попытку суицида вкладывает всю свою боль, которую он хочет лишь отпустить. Человек до последнего всегда пытается найти именно то, что может его счастливить, но когда он не может найти ключ к облегчению своей боли, он видит суицид как выход из всех его жизненных проблем. Человек не хочет умирать или приносить трудности другим. Он хочет жить, но не может найти никакого выхода. Ваша жизнь прекрасна не потому, что вы живете, а потому, что есть вы. Никто не заменит ваши особенные черты, никто не заменит ваш смех, улыбку. Кто может заменить вас, если каждый человек является особенным по-своему? Я понимаю, что сейчас меня могут смотреть люди, которые думают о суициде. Поэтому я говорю и вам, пока вы думаете о своей смерти, по ту сторону экрана сидит один человек, который нуждается в вас, в вашей помощи, поддержке и заботе. Вас всегда примет тот человек, к которому вы будете ближе. Вас любят и полюбят такими, какие вы есть. Ваш первый шаг – это не думать о плохом и себя обвинять в ничтожности, а принять свои недостатки и двигаться вперед. Каждый из нас не идеален, мы все можем комплексовать. Мы все творили полную ахинею и будем творить. Это невозможно отрицать. В этом и вся суть человека – испытывать чувства, даже те, которые накрушают наши плечи изо дня в день. Вашим подвигом станет не попытка покончить с собой, а попытка принять свои ошибки и наконец быть теми, кем вы являетесь на самом деле. Спасибо всем тем, кто досмотрел мой новый айсберг до конца, а также выражаю благодарность людям, которые мне помогли его сделать. И знаете, даже боль, печаль, отчаяние или разочарование в жизни делают нас еще более живыми людьми. Это показывает нам, что мы еще живы, что жизнь до сих пор идет по своему течению. Всех целую и обнимаю.